Всем добрый день! Сегодня говорим с вами про самые красивые, наиболее популярные однолетние растения, которые являются украшением любого сада. Яркие, разнообразные, с длительным цветением. Они способны удовлетворить самые изысканные требования садоводов. Преимуществами этих растений является их неприхотливость, густота цветения, долго цветущее, как правило, растение. Благодаря однолетникам можно создать красивую пейзажную композицию, сочетая несколько растений разных видов. И каждый год эти композиции можно менять. Недостатком является то, что необходимо выращивать их через рассаду, как правило. Эти растения красивы, достойны и украсят любой сад. И поэтому я советую вам эти растения обязательно наряду с многолетними обязательно выращивать в вашем саду. Итак, петуния и сурфиния – это уникальный цветок, уникальное растение, огромное разнообразие сортов, форм, расцветок эти растения имеют. Растение не самое простое в выращивании рассады, потому что семена очень мелкие, пылеобразные, но зато какие красивые образуют цветы. Их можно посадить в однотонной композиции, можно чередовать композиции, можно посадить в отдельных кашпо, можно посадить на клумбу. Эти растения всегда будут смотреться очень достойно и красиво. Сочетать окраски также можно посадить смесь этих растений. Клумба будет очень яркая, красивая и нарядная. Цветут эти растения очень длительный период времени. Циния – очень мощное, сильное растение с яркими соцветиями, корзинка. Солнце и питательная почва – это все то, что необходимо этому растению. Семена очень крупные, поэтому в выращивании это растение очень простое. Оранжевые, красные, желтые цветы имеет это растение. Львиный зев – растение универсальное, с разнообразной палитрой окрасок. Бывают низкорослые, среднерослые, высокорослые растения. Цветет в течение всего сезона. Единственное, что необходимо сделать, после того, как растение отцветает, необходимо срезать эти цветоносы. И оно вновь у вас зацветет. Очень красивый, достойный цветок. Бархатцы – растение, которое знают все. Это прекрасное растение не требовательно к почве, бывают крупные, мелкие, высокие, низкие. Можно сочетать в виде композиции, можно в виде бордюра, групповых посадок с другими растениями. Очень хорошо высаживать с розами. Очень засухоустойчивое растение, цветет до заморозков, предохраняет другие растения от заболеваний и вредителей. Высота может быть от 15 сантиметров до метра. Махровые и простые цветки. Лобелия – очень красивое растение, очень нежное растение, имеет разнообразные формы, окраску, может быть ампельной, может быть кустовой, цветет все лето. Недостатком являются мелкие семена и сложно это растение пикировать, потому что очень оно такое нежное и очень тоненькое. Лаватера – растение достаточно мощное, прекрасное растение. Можно выращивать вместе с розами. Цветет белыми и розовыми цветами в виде граммофончиков. Высота может быть от 60 до 100 сантиметров и более, диаметр цветка до 7 сантиметров. Очень устойчивая, обильно цветет с июля до октября месяца. Семена крупные, поэтому можно семена высаживать непосредственно в грунт. Каснея – растение прекрасное из тропической Африки, 70-120 сантиметров, сильно ветвистое, поэтому это растение, конечно же, можно посадить как в одиночных, так и в групповых посадках. Цветок у него до 5 сантиметров, окраска может быть различной. Розовый, белый, малиновый, бордовый и так далее. Растение очень красивое и достойное. Календула.
простое растение высотой 25-70 сантиметров. Бывают календулы простые, махровые, очень светолюбивое растение, морозостойкое, до минус 5 градусов выдерживает это растение. Семена сеют непосредственно в грунт, неприхотливое и нетребовательное к почвам. Подсолнух декоративный, неприхотливое растение, любит солнечные места, высота от 20 сантиметров до 1,5 метров. Высокие декоративные подсолнухи можно выращивать в виде декоративной изгороди. Окраску может иметь также различную. Очень красивый и достойный цветок. Виола или же анютины глазки. Огромное количество расцветок, хорошо размножается посевом семян через рассаду. Растение невысокое, поэтому можно высаживать в виде бордюра. Хорошо выращивается, как я уже сказала, через рассаду, не требовательное к почвам абсолютно. Хорошо цветет, холодостойкое растение. Цветение у него очень длительное. Считаю, что тоже можно посадить у себя в саду. Гвоздика. Еще одно растение из наиболее популярных. К однолетним относят гвоздику садовую и гвоздику китайскую. Растение 20-30 сантиметров по высоте. Окраска может быть однотонной или же двуцветной. Прекрасное растение для вашего сада, которое украсит ваш сад, украсит вашу клумбу. И единственное, что никогда не высевайте это растение вместе с розами. Это соседство не очень благоприятно для королевы цветов. А так растение очень достойное и красивое. Гацания – травянистое растение с крупными цветами желтой, оранжевой, красной, коричневой окраски. Любит солнце, легко переносит недостаток полива и бедность почв. Георгина. Как правило, к однолетникам относят георгины под названием «веселые ребята». Красивое растение с разноцветными цветами. Хорошо размножается семенами, цветет очень долго, абсолютно неприхотливо. Ипомея – растение лиана. Растет на опоре, цветет до заморозков, хорошо переносит заморозки, любит любые типы почв. И считаю, что это растение можно посадить в виде изгороди. Растение диморфотека. Очень декоративное растение, привлекательное растение. Цветет в течение всего сезона. Это растение известно как капские ноготки, капская ромашка, африканская ромашка. Растения тоже имеют различные окраски, очень неприхотливые и достойные растения. Вот, пожалуй, и все те однолетние растения, о которых я хотела сегодня вам рассказать. На канале есть видео по посадке некоторых растений, поэтому смотрите канал, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Те, кому было интересно и полезно данное видео.